Археологические открытия помогают нам узнать историю человечества. Но некоторые находки, особенно связанные с Библией, порождают споры. Когда вера и наука сходятся воедино, это часто приводит к крупным вопросам о том, правдивы ли древние истории. Они раскрыли останки дворца царя Давида, подземные проходы и артефакты, которые оживляют библейскую историю. Теперь недавняя раскопка возле Иерусалима принесла нечто по-настоящему удивительное. То, что нашли археологи под землей, может изменить наше представление об истории и, возможно, ответить на один из самых больших вопросов в библейской науке. Была ли история Давида и Голиафа основана на реальных событиях? Это открытие настолько удивительно, что даже самые скептически настроенные ученые начали пересматривать все, во что верили о древнем мире. Гиганты когда-то ходили по земле, и вот они нашли одного. Загадка начинается. Год 2007 стал началом одной из самых прорывных экспедиций в археологии. Профессор Йосеф Гарфинкель из Еврейского университета прибыл на взъерошенную ветрами холмистую местность, известную как Кирбет-Кафафа, расположенную к юго-западу от Иерусалима. Сначала территория не казалась особенной, просто еще один старый холм с руинами. Но что-то в нем тянуло к исследованию, как будто сам кричал «Изучай меня!». Кирбет-Кафафа возвышается над долиной Эла. По Библии именно здесь, говорят, молодой Давид сразился с гигантом Голиафом. Много лет люди спорили, правдива ли эта история или это легенда, особенно потому, что ранее не находили убедительных доказательств царства Давида. И если целый город исчез, как можно верить в подвиг царя в легендах? Но эта команда ученых была полна решимости найти окончательный ответ. Команда Гарфинкеля начала предварительное обследование с осторожной надеждой. Холм показывал признаки древнего населенного пункта, разбросанные по поверхности керамические черепки и строительные камни. Но по мере того, как они приступили к систематическим раскопкам, они быстро поняли, что наткнулись на нечто исключительно значительное. Место оказалось необычным поселением бронзового века. Это был сильно укрепленный город. В первые недели раскопок обнаружились толстые оборонительные стены, возведенные из громадных известняковых блоков. Каждый камень тщательно обрабатывался и укладывался с точностью, говорящей о передовых инженерных навыках. Масштаб строительства намекал на высокий уровень организации и ресурсов, который мог исходить только от мощного централизованного государства. Новости о находках на Кирбет-Кафафа быстро распространились в археологическом сообществе. Может ли это быть утраченной связью между библейскими повествами и археологическими доказательствами? Археологи вежливо слушали, но их главный интерес оставался на научном, эмпирическом материале раскопок. Как ученые, они не верили в мифических существ вроде гигантов. Однако им предстояло наткнуться на нечто, что заставило бы их пересмотреть все, во что они когда-то верили. Первые улики пришли в виде 28 маленьких черных объектов, которые легко можно было пропустить. Это обугленные оливковые косточки, обнаруженные по всему древнему городу, и они стали ключом к разгадке возраста этого фортификационного комплекса. Эти крошечные семена были perfectly сохранены благодаря сухому климату и слоям мусора, скопившимся за тысячелетия. Гарфинкель сразу понял, эти косточки могут дать неопровержимое доказательство возраста объекта. В сотрудничестве с Саранором из Управления древности Израиля команда аккуратно собрала каждую косточку и подготовила их к анализу радиоуглеродного датирования. Процесс требовал месяцев напряженной лабораторной работы, но результаты стоили ожидания. Когда даты вернулись, вся археологическая команда впала в молчаливый шок. Косточки от оливковых плодов датировались началом IX века до нашей эры, точно в то время, когда Давид правил Израилем, и когда, по библейской версии, происходила битва Давида и Голиафа. Это было не совпадение.
Это первое конкретное доказательство того, что место связано с самой известной историей в библейской литературе. Влияние этого открытия резко расширялось. Впервые в археологической истории нашли укрепленный город, существовавший именно в нужное время и именно в нужном месте, чтобы быть связанным с рассказом о Давиде и Голиафе. Однако косточки от оливок были только началом того, что впоследствии стало лавиной подтверждений. По мере продолжения раскопок ученые обнаружили, что древний город был разрушен огнем, что объясняло, почему косточки были обуглены и сохранены. Разрушительный слой содержал осколки керамики, бронзовые изделия и другие артефакты, которые подтвердили датировку X века до нашей эры. Все совпало идеально с библейским хронологическим порядком. Стратегическое положение города становилось все яснее. На холме, с видом на долину Алла, он предлагал вид на древние торговые пути, соединявшие прибрежные равнины с внутренними горными регионами. Контроль над этой крепостью означал контроль над потоками товаров, людей и армий через один из самых важных коридоров древнего Near East. По священным текстам, Саул, предшественник Давида, основал свое царство в городе под названием Гавайя, к северу от Иерусалима. Однако, если он также колонизировал этот холм, то стал бы еще могущественнее. Значит, этот участок мог быть частью его царства? И если да, требовалось ли ему защищать его от внешних угроз? Как гигант, пытающийся преодолеть городские стены. 2 ворота, 1 загадка. Самым удивительным открытием Кирбет-Кафафа стало то, что археологи обнаружили ворота города. В отличие от обычных древних поселений с одной воротной точкой, Кирбет-Кафафа обладал 2 огромными воротами, встроенными в оборонительные стены. Западные ворота обращены к земле филистимлян, а южные указывают в сторону царства Иудеи. Сердце Гарфинкеля затряслось. Он осознал значимость этого открытия. Он вспомнил упоминание в Библии города Шараем, что буквально переводится как «2 ворота» на иврите. Этот город именно упоминается в истории Давида и Голиафа. Описывается место, где израильское войско преследовало побежденных врагов после победы Давида. Ворота сами по себе являлись образцами древнего инженерного дела. Каждый вход был окружен из флангов массивными каменными башнями и защищен сложными оборонительными системами, призванными направлять нападающих в зоны убийства. Западные ворота, выходящие на филистимскую территорию, были особенно укреплены. Похоже, строители города ожидали основных угроз именно с этого направления. Рядом с южными воротами археологи сделали еще одно замечательное открытие. Внутри развалин крупного здания они обнаружили 2 изысканных, выполненных архитектурных макета. Один был из глины и украшен сложными узорами, другой — из известняка с невероятной точностью вырезанный. Это были не игрушки или декоративные предметы. Это были детальные изображения королевской архитектуры. Известняковая модель была особенно значимой, потому что доказала техникс, описанные в библейских источниках о храме Соломона и дворце Давида, знали и применяли в этом регионе еще в X веке до нашей эры. Уровень мастерства, продемонстрированный в этих моделях, сопоставим с лучшими образцами древних столиц мира. Сигналы великой цивилизации. Продолжая раскопки, стало ясно. Кирбет-Кафафа был больше, чем древняя деревня. Это был мощный город с королевской и военной значимостью. Здания были огромными и не похожими на все в этом регионе. Команда обнаружила руины того, что можно назвать королевским дворцово-комплексом. Фундации здания занимали огромную площадь и возводились массивными каменными блоками, которые требовали сложных техник подъема и транспортировки. Стены были толщиной в несколько метров, чтобы прослужить веками. Рядом с дворцом археологи нашли казавшуюся огромной королевской складскую площадку для запасов на 1000 людей в течение длительных периодов.
Строительство этих объектов само по себе требовало около 100 тысяч тонн тщательно обтесанных и уложенных камней. Свидетельство инвестиций труда и ресурсов, которые могли исходить только от очень централизованного государства. Обнаружение импортируемых товаров по всему комплексу рисовало картину города с обширными торговыми связями. Фрагменты керамики с Кипра указывали на морские торговые отношения, а предметы из Иордании и Египта — на наземные коммерческие сети. Многие из импортированных сосудов, вероятно, содержали ценные вещества вроде духов, лекарств или экзотических специй, роскошь древнего мира. Оборонительные системы города тоже впечатляли. Обнаружены были стены, сложная двойная система стен с камерами между ними, которые могли использоваться для хранения, жилья или обороны. Такой тип укрепления обычно ассоциировался с крупными военными сооружениями и королевскими городами по всему древнему Ближнему Востоку. Долина Алла была стратегическим полем битвы на протяжении веков, где силы Египта, филистимлян и израильтян признавали ее важность. К крепость-городу Кирбет-Кафафа относились как к стражу этого жизненно важного прохода, готовому ответить на любую угрозу, которая могла появиться с любого направления. Именно здесь молодой пастух Давид мог прийти, чтобы принести своим братьям еду, когда тот должен был служить в войске. Обнаружение многочисленных камней-снижков, найденных по всему комплексу, оказалось особенно интригующим. Эти гладкие округлые камни были тщательно отобраны и сформированы для использования сапращей, того же оружия, которое Давид применял против Голиафа. Изобилие таких снарядов говорило о том, что пращная война была не редкостью, а важной частью военной тактики города. До сих пор исследователи подтверждали, что этот скромный холм, возможно, действительно был ареной битвы за превосходство в прошлом. Однако они еще не нашли ничего, что могло бы подтвердить наличие гиганта на таком поле боя. Но это должно было измениться, и история впоследствии была бы переписана. Еще один вопрос — гигантский. В течение десятилетий библейские ученые и археологи пытались разобраться с одной из самых сложных частей истории Давида и Голиафа — поразительный рост гиганта. Согласно библейским рассказам, Голиаф был выше 9 футов, около 27 метров, и обладал силой, которая казалась почти сверхчеловеческой. Скептики утверждали, что такие описания чистая поэтическая переоценка, призванная подчеркнуть чудесность победы Давида. Сообщество археологов в вопросе гигантов было разделено. Некоторые ученые ссылались на древние тексты других культур, в которых описывались необычайно крупные войны, предполагая существование таких людей в малых количествах по всему античному миру. Историки обычно соглашаются с тем, что люди в прошлом были ниже из-за рациона питания, и средний рост мужчин колебался от примерно 165 см до около 170 метров. Эта деталь могла объяснить, почему люди ростом выше 2 метров могли восприниматься как гиганты. Команда действовала крайне осторожно, зная, что подобные заявления об античных гигантах делались ранее и впоследствии опровергались, когда более тщательный анализ показывал, что кости принадлежат крупным животным или были неверно идентифицированы. Они внедрили строгие протоколы тестирования и привлекли специалистов из разных дисциплин для проверки своих находок — антропологов, генетиков и медицинских экспертов. Что они нашли, оказалось одновременно увлекательным и тревожным. Кости, без сомнения, были человеческими, но принадлежали людям с значительно большим размером, чем зафиксировано в современных медицинских записях. Это открытие имело огромные последствия для библейской археологии. Значило ли это, что Голиаф был не просто аллегорией могучего врага, побежденного верой и смелостью, или он был реальным гигантом? Ответ мог бы все изменить в нашем понимании древней истории. Изменение, которое повлияло на все. Во время одного из периодов раскопок библейская археология достигла разворота. Доктор Мария Родригес,
Опытный археолог из Университета Барселоны работала в ранее исследуемом участке возле западных ворот, когда ее кисть наткнулась на нечто, что заставило ее сердце сжаться от волнения. Что возникло из древней земли — это не что иное, как человеческая челюсть. Но ее размер превзошел все знания о человеческой анатомии, которые она знала за 20 лет карьеры. Челюсть была явно намного крупнее любой кости, зафиксированной в археологическом архиве. Родригес незамедлительно позвала профессора Гарфинкеля. Ее голос дрожал от волнения и недоверия. Гарфинкель прибыл в считанные минуты и опустился рядом с частично обнажившимися останками. Его опытные глаза мгновенно распознали то, на что они смотрели. Это было открытие, о котором каждый библейский археолог мечтал найти, но не ожидал обнаружить на самом деле. Челюсть была не только огромной, но и демонстрировала явные признаки принадлежности к индивидууму невероятной физической силы и роста. Раскопки полного скелета заняли недели кропотливой работы. Каждая кость должна была быть аккуратно обнажена, сфотографирована и задокументирована перед удалением. По мере того, как полные останки проявлялись из своего древнего места хранения, масштабы открытия становились очевидны всем участникам команды. Они смотрели на останки человека, который, как считали, мог достигать роста свыше 8 футов, более 24 метров, с плотной костной структурой и точками прикрепления мышц, указывающими на феноменальную физическую силу. Саму челюсть можно считать самым удивительным элементом скелета. Она была почти вдвое больше обычной человеческой челюсти и имела мозговой объем, указывающий на исключительное развитие мозга. Челюсть была массивной, зубы, пропорционально крупнее, чем у современных людей. Скелет демонстрировал толстую и крепкую костную структуру, явно принадлежавшую человеку, который был создан для войны и физического противостояния. Самым убедительным из всей серии признаков была травма на самом черепе. Крупная вогнутая депрессия на лбу, согласующаяся с ударом высокоскоростного проектайла. Природа и место травмы сильно указывали на то, что человек был поражен движущимся камнем. Какова рана, которую мог нанести умелый пращник. По мере раскопок команда нашла и другие находки, которые усиливают значимость открытия. Рядом с массивным скелетом лежали фрагменты бронзовой брони. Казалось, части шлема и огромная накладная на грудь. Размеры этих предметов не оставляли сомнений. Они были изготовлены для человека очень необычного размера и силы. Не менее значительным было состояние останков. Сухой климат и подпорка разрушившегося каменного строения сохранили кости в необычайной детализации на протяжении более 3000 лет. Такое редкое сохранение позволило провести подробный анализ, который был бы невозможен в обычных условиях. Ученые по всему миру остались без слов от этого открытия. Найден ли, наконец, скелет Голиафа? Требовалось еще больше доказательств, чтобы определить, когда этот гигант ступал на Землю. Но эксперты уже знали. Если радиоуглеродное датирование дает совпадение, история должна быть переписана навсегда. Финальное доказательство. Гигантский череп и скелет были осторожно перенесены в специализированные лаборатории, оборудованные самым современным аналитическим оборудованием. Первоочередной задачей стало подтверждение возраста останков с использованием нескольких техник датирования. Анализ углерода-14, последовательности аминокислот и стратиграфическое датирование подтвердили один и тот же замечательный вывод. Скелет датируется началом X века до нашей эры, точно в тот период, который описан в библейском рассказе о Давиде и Голиафе. Форензическая антропология провела детальные измерения и анализы каждой кости скелета. Их выводы были беспрецедентны в области библейской археологии. Индивид должен был быть примерно 2,9 метра ростом и обладал костной структурой, свидетельствующей о феноменальной мышечной девелопмент. Скелет показывал признаки жизни, связанной с интенсивной физической подготовкой и боевым опытом. ДНК-анализ образцов костей выявил дополнительные удивительные данные.
Генетические маркеры указывали на ближневосточное происхождение, соответствующее филистимскому населению, известному в прибрежных регионах эпохи Железного века. Эти генетические данные поддержали теорию о том, что останки принадлежат филистимлянину, именно как описано в библейском рассказе о Давиде и Голиафе. Травматический анализ черепа стал наиболее убедительным доказательством. Медицинские эксперты и баллистические специалисты исследовали углубление на лбу и пришли к выводу, что оно согласуется с ударом каменного снаряда, движущегося со скоростью около 100 миль в час, примерно 45 мм. Именно такая скорость могла быть достигнута опытным пользователем пращей у пастухов Давида. Компьютерное моделирование было использовано для реконструкции вероятного внешнего вида индивида по костным остаткам. Результат получился одновременно еще более увлекательным и пугающим. Гигантский воин с массивными плечами, мощными конечностями и лицом, которое могло внушать страх врагам. Восстановление с поразительной точностью соответствовало библейскому описанию Голиафа. Неординарные открытия Кирбет-Кафафа радикально изменили наше понимание библейской истории и древнего оружия. Гигантский череп, который в конце концов доказал существование Голиафа, сегодня экспонируется в крупнейшем собрании Израиля, в Израильском музее в Иерусалиме, куда приезжают гости со всего мира, чтобы увидеть этот материальный мост между историей и текстами. Благодаря неустанной работе профессора Гарфинкеля Кирбет-Кафафа была сохранена как национальный парк. Сегодня посетители могут пройти через ее древние ворота и стоять на стенах, с которых израильтяне столетиями наблюдали за Элавской долиной. Здесь история оживает, и эхо легендарной встречи Давида и Голиафа, кажется, шепчет сквозь камни. Помимо религиозного значения, этот скелет стал объектом интенсивного изучения в медицине и генетике. Ученые исследуют останки, чтобы понять такие условия, как гигантизм и генетические вариации, которые могли существовать в древних популяциях. Открытие гигантского скелета не просто переписало историю Давида и Голиафа, но объединило 3 тысячелетия времени, превратив легенду в наследие. Для религиозных общин это открытие представляет собой глубоко значимое подтверждение веры. Для ученых оно подчеркивает необходимость открытого и гибкого подхода к древним повествованиям. В обоих случаях это служит напоминанием о том, что иногда самые удивительные истории укоренены в реальности. Какие еще библейские истории, по вашему мнению, ждут археологического подтверждения? И как это открытие меняет ваше представление об античной истории? Поделитесь мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.